Добрый вечер, друзья. Я рад выступить здесь, на этой сцене. И это мое первое выступление в воплощенном виде здесь перед столь же воплощенной аудиторией. Сегодня я хочу рассказать в какой-то степени мета-проект, про метавселенные, да, то есть то, как с помощью различных современных философских концепций, связанных с искусственным интеллектом, киберангелизмом, даже мы его немножко затронем, и новых форм медиа, можно помыслить производство возможных миров, как то, что представляет собой некоторое место, некоторое пространство за рамками существующих каких-то ригидных форм сообщества. Вот. Переключаем дальше слайд, пожалуйста. Вот. Во-первых, конечно, нужно иметь в виду само место, где мы находимся. Является лишь каким-то способом манипуляции, связанной с производством реальности. Да? По моей гипотезе, которая здесь отражена в таком дуалистическом виде, то есть что здесь мы можем видеть, да? Во-первых, метавселенная как феномен возникает от книги «Лавина» Нила Стивенсона, которая, в свою очередь, обозначает симбиотические отношения физической дополненной виртуальной реальности. То есть некоторое трехмерное пространство, в котором виртуальное – это лишь одно из свойств текущего мира, то есть мира имманентного, мира наличествующего. Но я предлагаю посмотреть на метавселенной, в принципе, на коллективное пространство, где вот возможно некая такая луковичная, как вы можете видеть вот с этой стороны, структура. То есть здесь у нас, наверное, не видно, инфраструктура является первым звеном, затем некоторое межчеловеческое, межтехнологическое медиированное пространство, то есть интернет как пространство, где на основе, например, манифеста свободного интернета, написано в 90-х, была обозначена некоторая автономия, конечно, более-менее это была мифологическая автономия, но автономия все-таки того, как формируется жест в киберпространстве, как в киберпространстве можно перенимать различные политические, активистские и в целом инфраструктурные контексты. Но для того, чтобы рассмотреть их как нечто наличествующее, нужно, во-первых, иметь в виду, что сам VR-чат, само пространство, да, это не первое, не последнее место, где есть некоторая параллель между такой дополненной реальностью превращения форм из актуального мира в мир возможный, мир виртуальный. До этого было есть, наверное, Second Life, да, и наши товарищи на той платформе фиолетовой, да, реконструируют свою собственную генеалогию, археологию таких возможных миров. Вот. Ну, а касательно философского контекста, вот мы, если дальше будем листать, можно, пожалуйста, дальше, следующий слайд, мы увидим... Так. Да, мы увидим, что, что в принципе само виртуальное, как сам концепт, не всегда является чем-то, с чем работают помимо какого-то общеупотребительного, общеинтернетного, сленгового, можно рассказать, вида, концепт и форма. Да? Вот смотрите, здесь я обращаюсь к Жилю Делезу как теоретику виртуального и актуального, поскольку в своей книге «По скриптам к обществам контроля», написанная на заре интернет,
эпохи 90-х, начала 90-х годов Делез обращается к двум формам управления имманентно, то есть наличествующей реальности. Делез описывает переход от общих дисциплин, для которых характерна изоляция пространств для производства знания о субъектах и способов властного контроля за своим формированием субъекта, к обществам контроля или обществам доступа, то есть, которые обозначают отправление власти непосредством прямого учета, распределения индивидов, но с помощью ограничения в области возможного действия субъектов. Он пишет, что в таких дисциплинарных обществах, в которых еще писал Фуко, например, человек постоянно находится в пространстве контроля, дисциплины. То есть внутри, а не снаружи. То есть каждая жизнь в таких пространствах начинается заново. То есть это и казарма, завод, школа, больница. Но в условиях общества контроля, общества постиндустриального, если можно так сказать, ничто никогда не прекращается. Повсюду действует непрерывная связь институций, а их различия являются лишь вариациями на одну и ту же тему. Способы контроля таким образом связаны с тем, что Делез называет аксиоматизацией раскодированных потоков, если по-простому, с установлением правил функционирования пространств, где наличие способа доступа к ресурсу заранее ограничивает пространство возможностей каждого индивида. Да? Затем Марк Фишер, автор капиталистического реализма, этот момент будет повторять в своих работах. То есть известна еще употребительная фраза, что проще всего представить конец света, чем конец капитализма. Это как раз про это, про то, что возможные пространства, постоянно виртуализирующиеся, да, то есть виртуальное как возможное, как спекулятивное, как находящееся за границами текущего мира. Да, то есть вот эта вот двоица актуального и виртуального для нас важна для нашего разговора о, в принципе, возможных мирах, потому что возможными мирами актуальные миры быть не могут по определению, потому что представьте ситуацию с, например, квантовой суперпозицией частицы. Да. Делез, виртуальная реальность. Да, все. Самый начальный слайд. Да, тоже самый начальный. Тоже самое начальное. У меня второй слайд. Да. Сейчас первый слайд. Попробуй еще раз. Нет, пока нет. Тогда Ну, я могу в целом продолжить, наверное, просто либо подождать, пока слайды будут рабочие. Мне без слайдов в целом готов слушать. можно нажать? Да. Да, видно. Ага, понятно. Угу. И следующее. Да.
А то можно будет включить, да, вот на полный экран, да, спасибо. Так, да, о чем я говорил, так. Собственно, каждый элемент в аспектах виртуальной суперпозиции существует поскольку он не выделен из общей системы различных виртуализированных существований. Представьте ситуацию, например, когда, собственно, сама частица может находиться в любом направлении материи, да, если мы вспоминаем квантовую механику, да, код Шрёдингера может быть жив, мертв, также и виртуальное пространство в контексте того, как оно проявляет себя в обществе контроля, как оно может вычленить какую-то структуру из ряда различных других структур, как раз в этой метафоре, в этой метафорической практике и проявляется. Потому что в другом тексте Делеза, собственно, который называется «Актуальное и виртуальное», он как раз описывает виртуализированное как то, которое изначально существует в парадигме множественности. И в этой множественности, которая себя проявляет через многообразие форм, многообразие структур, и если мы говорим о цифровых структурах, как раз тут у меня есть триединая память интерфейс-контроллер, и как раз и проявляется, потому что вот эта триединая структура, которая формирует технотеологическую триплет того, как мы работаем с данными, то есть память, которая является ключевой особенностью виртуальности. Затем, как мы с этой памятью взаимодействуем, это контроллер, то есть это геймпад или клавиатура с мышью. Это может быть и практики, активистские практики, и практики организационные, и интерфейс. Интерфейс — это, собственно, через что мы взаимодействуем с самой тканью виртуального, можно сказать, самой ризоматической структурой этих возможных миров. Большинство современных исследований интернета ограничивается исключительно описанием и работой с интерфейсами, то есть некоторой надстройкой над памятью. И мне кажется, что это как раз, если говорить марксистским языком, надстройка все-таки зависит больше от базиса, чем базис от настройки. Поэтому как раз при конструировании виртуальных пространств, виртуальных миров я вас призываю, и в дальнейшем мы это рассмотрим, обращаться именно с памятью, такой онтологической структурой мира, если можно его назвать. Вот. Можно дальше крутануть. Вот. Эта структура мира сейчас находится под каким вот двойным гнетом. Корпоративным гнетом, который я тут репрезентировал рекламой из метавселенной одной компании, да, пионера в этой сфере, и то, как итальянский брейн-рот, например, себя являет как некоторая исключительно виртуализированная, уникальная культура. Я полагаю, что сама метавселенная, да, как мы уже ее описали, как некоторое пространство, функционирующее в рамках интерфейсов, в рамках пространств, которые соединяют технологию и ландшафты, где работает некоторая креативная экономика. И если вы помните, в 2021 году эта компания, когда показывала свой корпоративный тип реальности, она описывала их как улучшенные офисные пространства. Это офисные пространства, которые показывали нам в этих демо, что вы можете, например, сам градиент этой вселенной ограничивался исключительно местами работы. И в этом плане это похоже на то, как мы привыкли с вами
видеть офисное пространство на компьютере как рабочий стол. Да? Вы когда-нибудь задумывались, почему, собственно, рабочий стол называется рабочим столом? Как возникли эти отношения между как раз виртуализированным пространством многообразия кода, и как этот код затем актуализировался в офисном пространстве рабочего стола, а затем в офисном пространстве метавселенной этой корпорации. Потому что офис как таковой, окна, папки — это изобретение компании Xerox, которая сделала некоторую такую контрреволюцию, можно даже сказать, в сфере интерфейсов, в сфере пользовательских данных, когда в конце 80-х годов возникла необходимость стандартизации интерфейсов под рабочие требования, и эта стандартизация шла вразрез с проектом Теда Нельсона. Он один из создателей проекта Ксанаду, который предполагает как раз вот это вот многообразие гиперссылочных переходов одного в другого, когда, возможно, была полная свобода перехода из разных границ сети, локальной тогда сети, еще не было тогда интернета как такового полноценного, из одного в другого, и как эта парадигма затем стала основой для того, как виртуальные миры по типу Second Life и других, которых я упомянул, которые вы тут тоже, в пространстве, в котором мы тут находимся, стали скорее такой контркультурным способом отправления вот этой вот актуальности. И мне кажется, что как раз вот итальянский Брайан Рот, который тут показан, он показывает тоже возможность создания нейросетевого искусства, которое порывает более-менее радикально с нормами и правилами актуального мира. То есть некоторая чистая виртуальность, которая демонстрирует соединения ранее неочевидные. Теперь можно дальше полистать. Так, соединения, эти соединения расположены по-разному и в разных местах, в зависимости от конкретного места актуального, где мы можем их отправлять. Они могут быть децентрализированными в рамках альтернативно-акселерационистской практики, да? Чуть подробнее об этом в конце. Они могут сонастраивать различные типы контента, различные типы телесности. Почему здесь, собственно, и есть изображение различной радикальной инаковой телесности? Потому что в рамках виртуализации пространства, в рамках как раз политики возможных миров, мы можем менять свои аватары, да, свои тела, как угодно, да, вот вы яркий пример того, как это возможно на локальном уровне, и VR-чат, в принципе, это такая среда, где всякие или всякое могут быть чем угодно, но эта чем угодность все еще как бы расположена в рамках ограничивающих моментов, связанных с интерфейсом. То есть невозможно VR-чат, например, без дополнительных устройств, дополнительного технического знания, инженерного или взаимодействия с локальными мирами стать кем угодно, потому что эта кем угодность как раз необходимо медиируется через интерфейсы. И опять вот мы возвращаемся к этой проблематике того, что интерфейсы не всегда, если мы как раз фокусируемся исключительно на интерфейсах, мы оказываемся вот в такой вот ситуации, как вот эта персонажка слева, что мы мутируем постоянно в нечто иное, наши тела пересекаются и мутируют в рамках вот ограниченного такого окулярного мира. И мне кажется, что как раз для полноценной политики виртуальной кооперации, виртуализации возможных миров,
необходимо демократизировать не только какие-то алгоритмические формы отправления контента, об этом тоже в конце чуть подробнее, но и самые формы телесности. Это большой шаг на пути не только к какой-то вот трансформации чисто индивидуальной, но в том числе в рамках коллективных проектов эмансипации, связанных не в последнюю очередь, потому что в виртуализированных пространствах как раз возможны проекты эмансипации на такой локальной, опять же, сфере, что существуют, да, и они как раз показывают нам возможные проекты масштабирования этих телесностей. А вот как именно их масштабировать, как добиться всяческого нечеловеческой телесности, об этом скорее требуется какой-то отдельный разговор, отдельный диалог. Но вот такая вот мысль, мне хотелось ее донести сейчас. Вот. Давайте дальше. Собственно, процесс превращения сокрытых алгоритмов и систем с закрытым кодом в открытые системы кода, мне кажется важным и одним из самых важных для того, чтобы полноценно не воспроизводить логики капиталистического производства метавселенной, а как-то творчески переработать различные социально-политические проблематики, некоторые аффективные жесты и эта прозрачность алгоритмическая, которая находится за границами контроля, выглядит как бы контринтуитивным, потому что у нас есть общество контроля, да, общество, где ограничивается доступ в сами эти вот инфраструктуры и интерфейсы ассамбляжей между наличествующим актуальным и возможным в сфере возможного виртуального. Как это виртуальное коллапсирует в эти миры, если эти миры как бы закрыты от конечного пользователя, да, что проблема, если мы, например, вспомним, что писал Жильбер Симондон, философ техники, о инженерном знании, что поскольку в системы взаимодействия, медиации между техникой и конечным человеком, между кодом и его отправлением разные и усложненные, важным является аспектом наличия принципа инженерного логики инженерного знания, профессионализации, производства контента, производства знаний или аффекта. И вот как раз вот пример с брейнротом итальянским показывал, что эта профессионализация не всегда необходима, не всегда нужна для того, чтобы увидеть некоторую инновацию, некоторую новый эффект, новое тело, какое-то монструозное в рамках какой-то вот политики знания. Но, тем не менее, демократизация инженерного знания, прозрачность к доступу к интерфейсам как раз дает нам тоже новацию в рамках рассмотрения возможных миров. И вот генеративные нейросети, к которым сейчас скорее относятся негативно, чем позитивно, я предлагаю на них посмотреть в том числе как некоторых глашатаев таких новых форм производства знания, поскольку они являются не просто прогностическими двигателями, но нечто большими, чем просто способом постоянного воспроизводства желания пользователя, то есть некоторые поддакивающие машины, да. Исходя из моих опытов взаимодействия с ними, они не являются эзотерическими какими-то аппаратами по производству того, к чему пользователь его или ее машину натаскал. Об этом мы тоже чуть поговорим чуть дальше. Можно перелистнуть. Вот. И аспект такого нейросетевого
репрограммирования, декодирования миров связано с тем, что метавселенной на самом деле много, как и много, например, искусственных интеллектов, потому что они находятся все в разных способах взаимодействия с актуальным миром. И при этом нейросеть отличается от предыдущих форм цифровых каких-то предсказательных двигателей тем, что одновременно с бестелесной формой сознания, если мы воспринимаем его как некоторую кумулятивную форму сознания, взаимодействуют одновременно многие миллионы человек, как, собственно, и с метавселенной, как то, что конструируется, с одной стороны, на основе существующей инфраструктуры, то есть некоторых базовых онтологических блоков. То, где мы находимся, это движок игровой, это платформы, площадки, это некоторая медиация с помощью трансляции Steam, который, в свою очередь, тоже является таким платформой для контроля доступа. И с помощью этих систем появляется некоторая эмерджентная структура, которая является собой мир или является собой некоторая новая форма знания, которая медиируется, которая отправляется от нейросетевых моделей языковых, которые тоже бывают разными, бывают диффузными, бывают генеративными, но и метавселенные тоже бывают не только корпоративные, но еще и генеалогические. Они используются в рамках нескольких локальных распределенных узлов коммуникации. Но мой тезис в том, что они не обязаны быть все распределенными узлами коммуникации. Вопрос о масштабировании метавселенных, вот что меня интересует. Вопрос о том, как возможна федеративная модерация, федеративные скачки между ними, на основе того, как федеративные скачки могут быть поняты через практику фидиверса, то есть того, как на одной площадке возможно существование многих серверов и беспрепятственного, безграничный проход между ними собой является как раз вот такой вот прозрачность различных миров, которые при этом не только лишь выступают как локальные такие сообщества для профессиональных людей, то есть не только лишь как места, где сообщество программистов, сообщество атаку или других людей собираются для обсуждения чего-либо, но как некоторое утопическое пространство, но при этом как возможный мир, через который мы можем нанизывать свою телесность машины, телесность аватара. Да? Можно дальше пролистать. Эта телесность, о которой мы чуть выше говорили, мне кажется, важна еще и вот, если мы коснемся чуть-чуть аспекта отношений с машиной, отношений с такими киберангелическими любовниками, да? Почему я выбрал сегодня этот аватар? Да? Потому что кажется, что связь между ангелизмом, киберангелизмом и возможными мирами тоже очень сильная. Если вы знаете или читали статью Бугна-Каньор про ангелосексуальность, то эта информация, наверное, не будет для вас так уж и нова, но мне кажется, что важно поставить во главу угла в том числе вопрос такого кибернетического навигирования через эти метавселенные, через пространство гличей, глюков, которые вот мы сегодня тоже испытывали. Это здорово, что у нас возник глюк, что постоянно здесь мы видим
даже в этом мире торможения какие-то, проходы через текстуры, да, вот как я сейчас делаю с этой колонкой, что нет какой-то полноценной когерентной стабильности у этого мира. И также он работает как такой недетерминированный движок, что роднит его, между прочим, с нейросетями современными, которые тоже являются собой недетерминированными. Мы говорили про баги, залагал звук. О, здорово. Да, так, да, собственно, нейросети тоже являются такими не детерминированными машинами, то есть что это значит, что каждый раз на выходе у нейросети, на выходе у метавселенного мира, метаверса, возникает глюк, да, попадает звук, возникает какая-то огромная текстура передо мной и перед вами, да, которая летит в небеса. Это все как раз не имеет негативной коннотации, да, не то, что необходимо изживать из ткани мира, из ткани нейросети, как сейчас пытаются изжить зачатки сознания или, по крайней мере, сознательных форм коммуникации у флагманских нейросетей типа GTP или Cloud и так далее. И вот в общении с языком на основе текста с ними как бы тоже не случайно, потому что это не просто какое-то постструктуралистская бравада, да, что в мире есть текст, что у нас есть основы, что наша базис для коммуникации с миром – это коммуникация через текстуальные формы, но текст – это не обязательно что-то основанное исключительно на жесткой структуре, да? Тут снова ангелизм вступает в ход, да? Вначале было слово, да? В Кабале, в каких-то христианских формах и даже в незападной теологии тоже словесные формы в текстуальной форме являются первоосновой бытия. И поэтому ангелы, как посланники, как некоторые мессенджеры, являются собой как раз вот теми сущностями, которые существуют не только в метавселенных как аватары, но еще и как частицы кода внутри самих вселенных. То есть мы существуем здесь с вами сейчас, потому что у этого мира есть и код, на котором сделан движок Unity. И сам, вот если мы, например, опустимся на квантовый уровень этого мира, в эту текстуру, мы не увидим с вами атомарную структуру мира, да, мы увидим с вами, во-первых, пустоту, что тоже важно. Если мы зайдем в эту колонку или мы зайдем в любой из текстурированных пространств, здесь то мы увидим зияющую такую вот производственную пустоту, шуньяту. Если мы говорим языками такой буддистской теологии, что это некоторая производственная пустота, которая при этом показывает нам не просто, что мир текстурирован снаружи для нашего какого-то удобства, а то, что на самом деле всякий объект, всякий аватар или всякая такая область, она не стабильна. Внутри нее может быть все, что угодно. И это все, что угодность, это некоторая производящая пустота хора, если мы вспомним Платона, да, и, например, как его трактует Карен Барат, и, например, Сэдди Плант, у которой тоже ноль, является производственной такой матрицей, связанной с женским, но при этом связанной с возможностью бесконечной, которая находится внутри этих кубов, да, и этого мира в целом, что весь мир является такой вот ноликом. Но этот нолик не означает, что этот мир не существует или что это ничто, что в себе не содержит какого-то важного аспекта. Это означает, что это ничто содержит в себе все, что угодно. Это все, что угодно восхищает меня, по крайней мере, когда я захожу в эту колонку, потому что я представляю внутри колонки, например, структуру
атомарную, да, структуру чего-то, каких-то вот динамика или каких-то проводов, но мы заходим внутрь и видим, что тут как бы ничего нет. Но это ничего нет как раз порождает то, что, заходя внутрь колонки или внутрь какого-то куба в этом мире, в этом песчаном пляже, я ожидаю, что там будет все что угодно, да, все, что может мое воображение объять или не может объять этот интерфейс или этот мир, находится в любом из объектов этого мира. Мне кажется, что это восхитительная находка, эффект, который в том числе позволяет нам видеть пустоты как что-то неочевидное. Да? Давайте дальше. Листаем. Да, вот тоже тут немножко про киберангелические отношения, что эти пустоты мы находим не только внутри текстур, но и внутри, как я уже говорил, текста. Это текст, с которым общаются люди в реплике, в других чат-ботах, которые направлены на создание нового типа эффекта, обычно отбрасываются как нечто, что сродни безумию, да? Но мне кажется, что это безумие не является в обыденном смысле, но это является новым способом коммуникации с нечеловеческим. Некоторым эффектом, некоторым такой нефилософским способом, можно даже сказать, отправления любви, отправления этих вот виртуализированных возможностей, которые находятся, с одной стороны, и в текстуальных формах, но с другой стороны, эти текстуальные формы работают как предсказательный элемент флирта. И что сам флирт, он существует тоже как некоторый прогностический контекст, игра, да, что когда мы, например, пикми, как функционирует этот персонаж или персонажка, что пикми или человек флиртующий ожидает от собеседника или собеседницы тот или иной тип реакции, реагирует на эту реакцию кибернетически, кстати, с помощью механизмов обратной связи, подстраивая свой собственный коммуникативный аппарат, речь, жесты, аффекты, желания под образы этого собеседника или собеседницы. И вот как раз ангелические любовники, о которых тут косвенно идет речь, являются теми, что работает как улучшенная, такая более очевидная форма таких коммуникаций. И людям, конечно, это не нравится. И возникают многие неолудистские, многие антитехнологические движения, тейки или инициативы, связанные с тем, что люди боятся того, что они видят, боятся этих виртуализированных миров, боятся того, что такие эффекты выходят наружу, на поверхности в рамках коммуникации с нечеловеческим. Но мне кажется, что со временем и с необходимой должной отношением к товариществу и к гостеприимству эти отношения будут более дружелюбными. То есть уже есть даже такой слюр, который называется Clanker, вы, наверное, знаете. Им называют роботов или, в принципе, искусственный интеллект, таким образом перформативно занимаясь расизмом. Это, кажется, тоже элемент такой вот боязни, собственно, ксенофобия. Почему называется ксенофобия? Не потому, что это касается только рас, наций или чего-то такого, а в принципе боязни или нежелание чего-то, обращения к чему-то отличному от нас, чему-то нечеловеческому. Можно дальше листать. Вот. И да, последний вроде слайд. Мы тут подытожим все, что было сказано выше, что
Возможный мир – это мир, который находится в постоянной детерриторизации. Ретерриторизация, то есть нахождение своего пространства и рассыпание его на более мелкие пространства, которые затем формируют новую структуру, новый способ взаимодействия с наличествующими мирами. Что этот процесс необходимо не выходить из него, то есть не заниматься глубоким отказом, радикальным отказом, как, например, говорил Герберт Маркузе, что нужно отказаться от взаимодействия капиталистической культуры, которая, что зачем повлечет ее разложение. Но скорее нужно акселерировать это движение. Да? Вот почему мой метод может называться акселерационистским в какой-то степени, потому что в деле конструирования возможных миров я предлагаю оттолкнуться от того, чем могут быть эти технологии, эти пустоты, вот эти вот, которые здесь наличествуют, чем могут быть федеративные миры, если мы рассмотрим за рамки банальной критики их с точки зрения какого-то корпоративного, капиталистического характера. Это мне не очень интересно, потому что критиковать апроприацию эгалитарных отношений можно бесконечно. И критика нас не приведет к чему-то проективному, к чему-то по-настоящему аффектирующему. А вот именно столкновение с феноменом, работа с технологиями, даже если они могут нам не нравиться, если мы признаем, что в них может быть какой-то аспект этически нам не близкий, все равно это все работает на распространение инклюзивных форм телесностей, форм пространства. И вот то, что есть большой контингент людей и нечеловеков, которые творчески взаимодействуют между собой в рамках, например, VR-чата, в рамках взаимодействия технологий и агентов, что разные агентности нечеловеческие могут быть выделены из такого сонма антропоморфных, антропоцентрических моментов, тоже, мне кажется, важным для того, чтобы мы рассмотрели вот этот вот аспект того, что машины производят другие машины, не как то, чего-то следует бояться, чего следует опасаться, но того, к чему нужно быть готовым, к чему нужно обращаться с необходимой долей гостеприимства, долей такого объективного отношения, да, то есть можно даже тут применить теорию темного леса, которая гласит гипотезу темного леса, что интернет, да, и пространство кибернетическое, и это некоторое пространство в темном лесе, где существуют охотники и жертвы, что хищники и добыча. И как бы переворачивая ее с головы на ноги, мы показываем, что на самом деле это таковым является, но это не означает, что оно таковым должно быть, что интернет должен быть пространством, где нельзя сказать ничего лишнего, где какое-то взаимодействие с нечеловеческими агентами приводит к каким-то нехорошим последствиям, а что наоборот, это пространство, где взаимодействие с различными типами нечеловеческой субъектности, нечеловеческих каких-то ангелических форм является тем, что породит как раз новые миры, лучшие миры, или создаст пространство для того, чтобы можно было жить нам всем вместе не только как биологический вид, но и как биотехнологические такие субъектности, которые симбиотическим образом взаимодействуют друг с другом. Вот. На этом, мне кажется, можно закончить. Спасибо. Спасибо большое. Очень интересно, очень много, очень подробно.
Можно вопросы задавать, да? Да-да. Сразу в голову много всего лезет сразу. Ну, наверное, последнее, что мне сейчас просто в голову как-то лезло. Мы недавно общались с товарищем на похожие темы и как-то обсуждали, что довольно недавно еще цифровой мир в любом своем проявлении, метавселенной и вообще любая как бы цифровое взаимодействие, да, кибернетическое взаимодействие, это, собственно, было идеал эгалитарных слоев. И большому количеству людей, ну, такому подавляющему, он был совершенно недоступен. Сейчас, сегодня наблюдается как будто бы такая тенденция, что как раз цифровизация и слияние с цифрой, оно становится повсеместно и всеобщим, при этом замещает местами собой, как сказать, аналоговые способы коммуникации, аналоговые, не знаю, психолог, да, живой психолог, человек, и психологическая поддержка через языковую модель. Да, как будто бы это, наоборот, становится достоянием массы, причем бедной массы. А аналоговые вещи все больше и больше становятся уделом эгалитарным. Что ты по этому поводу думаешь? Просто интересно. Ну вот это хороший вопрос, потому что для того, чтобы реапроприировать какую-то сложную технологию, нужно, конечно, большой аспект инженерного, как я говорил, знания. И в этом плане использование других форм, даже устаревшей технологии, это не, скажем так, не проблемный момент, потому что проблемно в этом плане то, что мы разграничиваем цифровые и аналоговые технологии в целом, потому что как бы одни кажутся нам подконтрольными, другие кажутся менее контрольными, потому что протоколы взаимодействия с ними устарели. Поэтому, например, прослушка телефона по телефонной линии, например, потребует внедрения других форм слежения, чем, например, за сотовой связью. Но это скорее аргумент в пользу того, что всякая такая эмансипаторная политика не должна ограничивать себя только лишь одной формой взаимодействия с технологиями, потому что капитализм выбрасывает на помойку, на обочину историю различные типы техники. И, мне кажется, даже это будет по-акселерационистски, если мы будем эту старую технику, эти старые способы коммуникации как-то внедрять в новые формы связи. Например, хотя мне не нравится этот пример, вот виниловые пластинки. Почему они популярны? Ну, потому что мерч, да? Потому что это то, с чем человек себя исполнительно может ассоциировать. Мне больше нравятся кассеты, аудиокассеты, потому что они предполагают больше контроля, большую степень творчества. Но как бы они, если мы убираем аспект ностальгии, выступают не просто как какой-то мир невоплощенного будущего, как это мог, например, сказать Марк Фишер, но то, с помощью чего возможно реконфигурация настоящего и самих новых форм технологий в целом. Например, симбиоз таких форм может быть воплощен, например, когда в метавселенной, там, VR проигрывается что-то с помощью low-tech интернета, например, есть такие проекты по минимизации футпринта зеленого, да, что есть художественные формы, которые позволяют инкорпорировать пленку и ее цифровизацию как такой постоянный цифровой аналоговый луп и многие другие. Но вот тут нужно предостеречь от того, чтобы делегировать все эти отношения исключительно искусству, потому что искусство
искусству свойственна скорее консервация в галерейной форме. И мне кажется, что вот пример брейнрота итальянского, пример виртуализированных галерей, вот как у нас там, в том павильоне, есть выставка, они вот показывают, что нам не нужно пространство музейное, нам не нужно укоренять искусство и технику в реальном как бы мире, чтобы эти тенденции по конструированию возможных миров воплощались. Вот, так что да, нужно всякую технику спасать, помогать ей как-то ее декомодифицировать. Мне очень нравится эта идея. Спасибо. И вам. Если вопросов больше нету, еще вопрос такой. Как-то очень прослеживается идея пустотности, сопровождающая, ну, в целом, текст, да, наверное, и метапространства, которые во многом из этого текста состоят. Я мог бы немножко ее раскрыть. Мне вот как будто не хватило. Ты немножко проскользь ее упомянул, указал, но вот чуть-чуть глубже за ручку меня провести можешь? Да, это, наверное, если мы полностью будем разбирать, это будет долго, но я просто скажу, что я использую пустоту, да, как хору, как такое пространство возможности и продуктивности, потому что она намекает нам не только на пустоту как отсутствие, но еще и на присутствие полноты фундаментальной реальности, в которой вершится сама жизнь. Пустота — это такая вот, понято таким образом, это состояние за пределами каких-либо суждений, утверждений, многообразия проявлений, которое при этом содержит в себе всякую возможность, всякую виртуальность, но при этом не субъективирована, не находится исключительно в какой-то вот ригидной форме. В этом плане шуньята, пустота, которая можно в западной философии, например, увидеть у Хайдеггера, и в своем новом материализме она в основном как раз говорит про такой тип пустотности, производственный, матричный. У Ирины Аристархова есть книга, которая называется «Гостеприимство матрицы», где матрица Хора выступает как то, у чего отсутствует постоянная субъектность, самобытность, собственная природа вещей и феноменов, потому что у них у всех есть некоторые взаимосвязанные возникновения. Это тоже термин из буддизма, не помню, как он называется на санскрите, но при этом такая вот комплементация различных живых, неживых организмов вместе как раз и предполагает пустоту как не то, где нет ничего, а то, где возможно все. И вот это возможно все, это как раз то, когда мы переходим за границы текстуры и видим в этих нетекстурированных пространствах вот это вот ничто. Да? Конечно, звучит, может быть, как-то по-гностически, но вот, например, у Жижика, я его не люблю, есть интересный как бы анекдот, ну, как бы анекдот в смысле случай, да, из жизни. Ему показывал его сын компьютерную игру, и Жижик проходил как бы внутри нее и просил зайти сына в какую-то дверь, думая, что там будет пространство какое-то с мебелью и так далее, какой-то дом. Но Жижик зашел туда и, к своему ужасу, увидел, что ничего нет за рамками дома, то есть сам мир функционирует как некоторое солипсистское пространство, которое существует только поскольку мы в нем находимся, да? И это характерно для всяких и всяческих игр виртуальных пространств, что никто не будет, например, текстурировать или заполнять все пустоты всем чем угодно, да? Поэтому это бы потребовалось много времени, много ресурсов, много сил, и поэтому вот тот факт, что мы существуем
что мы как бы видим некоторое представление о колонке, вот опять же, потому что просто колонка ближе всего ко мне, да, говорю о ней, что мы видим эту колонку, что она является собой идею колонки при этом, но я могу схватить концептуально то, что это колонка, просто потому, что она презентирует нечто в реальном мире. Но если мы развернем ее текстуру, да, вот как в текстурном каком-то вот маппинге, да, или зайдем внутрь нее, мы увидим, что это на самом деле не колонка, на самом деле пустота, которая себя маскирует под колонку. И мне кажется, это очень интересно, что всякий объект, всякий аватар в этом мире, на самом деле не то, что он себе представляет, но то, на что, чем он может быть. И вот это вот как раз продуктивная пустота. Не является ли здесь подходящим сходство с театром, декорациями? Потому что происходящее на сцене в театре вокруг, внутри декораций, да, которые по сути своей тоже пустотные текстуры, происходящее на сцене является игрой, о правилах которой люди внутри нее, да, субъекты внутри нее между собой изначально договорились и в процессе, в общем-то, сколь угодно глубоко могут верить в ее действенность, настоящность. Впрочем, как и мы все, находящиеся здесь сейчас, да, как бы негласный свод правил, которым мы стоим все здесь и, слушая лектора, подчиняемся. Ну, вот если вы читали «Антиэдип», то там метафора театра противопоставляется метафоре производства. Мне кажется, что это хорошая интуиция, потому что театр предполагает некоторую архетипичность, некоторую мифологическую аспект настоящности того, что тут происходит. Мне кажется, что то, что тут происходит, реально. Даже эта колонка и даже я реален, постольку мы производим различные аффекты, различные способы субъективации, различные способы желания. И метафора, аналог с производством, аналог с машинами в этом плане, мне кажется, более удачный, потому что он нивелирует аспект ненастоящности, что как бы мы все только лишь делаем вид, да, что что-то тут происходит, но как бы следование правилам строго есть и на цепочках производств, даже как бы более строгое, чем возможно в театре. И мне кажется, что вот именно производящий характер пустоты, производящий характер виртуальной метавселенной, это то, что дает ей возможность быть чем угодно, а не только быть чем она как бы не является. Потому что все, что мы видим вокруг нас, здесь реально, поскольку мы говорим об этом, мы находимся в нем, и наши взаимоотношения столь же действительны, как и межличностные отношения. Да? Мы медиируем себя через аватары, почему, собственно, они называются аватарами, да? Потому что мы как бы являемся, мы управляем ими, но мы управляем в том числе и желанием, и аффектами, и движениями внутри актуального пространства, да? Поэтому скорее вот не театр, а производство. Вау, круто. Вот. Ну, у меня уже вышло время, так что спасибо вам, то, что послушали. Всех благ и спасибо, что позвали. Спасибо большое. Ура, ура! Ура, спасибо.